Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке мы будем вязать корзину для белья, либо корзину для игрушек узором паркет. Паркет или елочка. Так, использовать буду полиэфирный шнур 5 мм сердечником. Весь расход я всегда пишу в описании. Всегда в описании написано, сколько ушло шнура. Буду использовать два цвета. Основной у меня будет вот этот вот цвет мока, и вставочки, полосочки будут вот этого цвета. Это шнур разных производителей, тут даже плетение оно разное, у меня просто остатки этого бежевого. Хорошо подходит именно к цвету ванной комнаты, чтобы вот сочетать два таких цвета. Да, вязать буду крючком номер 7. Это я вяжу таким крючком. Я люблю, когда у меня плотно вяжется, когда у меня прям такие плотные стенки. Вязать также можно крючком номер 7,5, 8. Здесь кто как больше любит. Так, смотрите, чтобы не растягивать это видео, идеальный круг у меня, круг основа для корзины у меня уже связан. Вязала узором галочки в раскол. Да, закрывала своим любимым методом, это хвостиком. Я оставляла хвостик 2 метра. Это для донышка и для стенок. Не знаю точно, хватит ли мне 2 метра. Если нет, то я еще припаяю хвостик. В описании я вам напишу точную длину хвостика, сколько надо оставлять. Поэтому пока оставила 2 метра. Смотрите. Диаметр основы у меня 35 сантиметров. Я связала 16 рядов, то есть у меня получается 96 столбиков без накида. Как вязать такой идеальный круг? У меня на канале есть даже не одно видео, подробное видео, то есть нет смысла здесь затягивать это видео на полчаса, рассказывать, как я вяжу такой идеальный круг. Все оставлю в описании под данным роликом. А мы же непосредственно приступаем к вязанию нашего узора паркет по кругу. Так, вот мой оставшийся хвостик. Так, начинаем оттуда, откуда выходит наш хвостик. Вставляем в крючок полупетлю заднюю и захватываем перемычку. Это мы уже начинаем вязать стенки нашей корзины. Да? Захватываем петельку, протянули. Идем в следующую. Полупетля, перемычка, протянули вторую петельку. Провязываем их вместе. Еще раз повторюсь, что мы вяжем узор паркет или елочка по кругу. Так, далее смотрите, то есть уже с первого ряда формируется основной узор. Смотрите, как вяжем последующие петельки. Захватываем вот эту полупетельку, идем, ныряем в следующую петлю, 3 петли на крючке вытянули и все вместе провязали. И снова, и вот так вот по кругу мы и вяжем. Это первый ряд узора. Потом я вам покажу, как переходить на следующий ряд и как закрывать ряды хвостиком, потому что закрывать ряды мы будем тоже хвостиком, как и само донышко. Идем сюда, крючок в эту петельку, вытянули, 3 петли на крючке, провязали. Снова захватываем эту петельку, ныряем, 3 петли на крючке, провязали. И таким образом двигаемся по кругу, провязываем все наши петельки, формируем таким образом стенки нашей корзины. Если вам туговато вязать крючком номер 7, я еще раз повторюсь, пожалуйста, 7,5, 8. Это просто я люблю, чтобы у меня было все плотненько. Вяжем по кругу первый ряд, а я вам покажу, как перейти на второй и как
Далее мы будем вязать второй и последующие ряды. Так, довязываем первый наш ряд. Я сейчас покажу, как мы будем закрывать хвостиком. У нас тогда получится идеальное соединение рядов, и внутри не будет видно никаких швов. Так, смотрите, нам остается провязать последнюю петельку. Видите, вот это уже провязано. Вот отсюда исходит петелька. Провязываем последнюю петельку. Провязываем ее полностью нашим основным шнурочком. Так, а теперь захватываем вот эту петлю и часть вот этой вот первой петельки, заднюю часть, да, нашу основную нить отложили и берем теперь наш хвостик. И вот так вот протянули, вытягиваем полностью наш хвостик. Все стянули. С изнаночной стороны заводим под косичку наш крючок, чтобы сформировать искусственную петельку. И с изнаночной стороны под перемычку и под полупетлю захватили и все вытянули. Все, смотрите, какое идеальное соединение. Вот связан наш первый ряд. Так, теперь сейчас разберемся, где у нас хвостики. Так, вот у нас хвостик. Теперь запоминайте, каждый последующий ряд вы будете точно так же вязать и начинать. Смотрите, вот у нас выходит хвостик, да, отсюда же у нас вот это хвостик, вот это наша основная нить. И вот сюда, где хвостик, мы ныряем, то есть ныряем под косичку и под перемычку. И вытягиваем нашу петельку. Вытянули одну, ныряем в следующую петлю, опять же под косичку и под перемычку. Вторую петлю вытянули и 2 петельки провязываем вместе. И далее, как обычно мы в первом рядочке вязали, мы захватываем вот эту петлю, ныряем опять же под косичку и под перемычку. 3 петли на крючке, мы провязали их вместе. И пошли далее вязать. Не забывайте, что когда мы ныряем, да, именно под косичку и перемычку тоже мы захватываем. Вот какой получается красивый узор. Я еще пройдусь этот второй ряд, еще раз вам покажу, как я закрываю ряды. А вы далее уже сможете вязать самостоятельно, потому что все последующие ряды, они вяжутся как второй ряд. Очень удобно сейчас вязать. Вот так вот оно быстренько вяжется. Какие красивые стенки получаются. Вяжем самостоятельно второй рядочек. Покажу далее. Так, смотрите, провязываем последнюю петельку второго ряда. Сейчас будем закрывать хвостиком. Так, эту петельку мы провязываем, закрываем пока основным шнурочком. Да, вот самую последнюю. А когда мы берем вот эту нашу полупетельку и вот эту полупетлю, вот 3 петли на крючке, вот тогда мы уже берем хвостик. Взяли хвостик и закрываем хвостиком, вытягиваем наш хвостик. И формируем искусственную петельку. С изнаночной стороны идем под перемычку и под полупетлю и вытягиваем. Так, все петельки подтянули, чтобы они у нас были одинаковыми. Смотрите, какие получаются красивые стенки. Да, идем опять же туда, откуда выходит хвостик. Вот наш хвостик в правой руке. Так, ныряю под косичку и под перемычку. Вытягиваю петельку одну.
Ныряю в следующую петлю, 2 петли на крючке, провязываем. И все, далее идем, как я уже говорила, точно так же, как мы с вами вязали второй ряд. То есть под петельку и под перемычку 3 петли на крючке, и мы провязываем наш основной узор. Так, вяжем на необходимую высоту. Я буду вязать где-то сантиметров 20, может больше, потому что у меня будут вставочки другого цвета. Я вам покажу, как менять цвет. Сама эта корзина будет у меня с ручками, то есть опять же я покажу, как я буду вывязывать ручки. Поэтому пока вяжем. Итак, я довязываю 16 ряд. Это у меня получается высота около 20 сантиметров. И буду вводить вот этот светлый шнур. То есть у меня корзина моя будет с полосками из этого светлого шнурочка. Смотрите, если вы оставляли хвостик, вот как я и говорила, изначально, даже когда вязали мы круг, я оставляла хвостик 200 сантиметров, то для такой высоты, если вы тоже будете делать вставочки, этого как раз вполне достаточно. Вот мой хвостик. Если же вы будете вязать корзину одним цветом, то 200 сантиметров, конечно же, недостаточно. То есть ориентируйтесь на эту длину, сколько мне хватило, да, и надо будет оставлять чуток больше. Обо всем напишу в описании. Итак, заканчиваем мы этот ряд. Сейчас покажу, как мы будем вводить новый цвет. Ряд мы закрываем еще нашим вот этим оставшимся хвостиком, да, захватываем вот эту оставшуюся полупетельку, вытягиваем наш хвостик, и с изнаночной стороны. Все, он небольшой, но мы его спрячем где-то, и можно припаять немножко зажигалкой. Основной наш шнур тоже можно будет обрезать уже. Так, и оттуда, откуда исходит хвостик, мы вводим новый шнур, новый цвет. Вставляем хвостик сантиметров 20-25, оттуда, откуда выходит наш хвостик. Так, вязать я буду, ну, посмотрим, где-то может 3 рядочка, буду чередовать. 3 рядочка светлого шнурочка, делаю вставки снова из темного и снова 3 рядочка светлого. То есть уже когда свяжу вот это чередование, я вам покажу. Я вам покажу только сейчас вот этот первый переход к новому цвету. Далее, как я там буду провязывать, не буду показывать, а уже только когда начну формировать ручки. Так. Протянули первую петельку, вторую провязали 2 петли вместе. То есть точно так же, как я вам и показывала, мы закрываем ряды и переходим на новый ряд. Все, только теперь уже понятно, что мы будем закрывать хвостиком светлого цвета. Вяжем. Я когда провяжу, как я покажу, как я скомпоновала, сколько у меня было рядочков светлого, сколько темного. Итак, высота моей корзины уже 31 сантиметр. Это 26 рядов. Смотрите, я вам показывала, когда я вводила вот этот светлый цвет, провязала 3 рядочка светлым, далее чередую снова 2 темного и 3 светлого. И провязав 2 темного, на данном этапе сейчас будем провязывать ручки. Так, от начала вязания я провязываю 19 столбиков. У меня сразу стоят маркеры в 20-м. Давайте буду по ходу снимать, сразу вязать ручки и вам рассказывать. Маркер стоял в 20-м. Провязываем 20-й. Набираем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И смотрите, пропускаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петелек. И в 10-ю
провязываем. Провязываем просто столбик без накида, но мы его провязываем под косичку и перемычку. Видите, под косичку и перемычку. Провязали. И далее вяжем нашим основным узором. Так, не считая этот, мы провязываем 37 столбиков обычным нашим узором. Далее у меня там снова стоят маркеры. Еще раз покажу, как мы будем на противоположной стороне провязывать ручку. Далее же мы вяжем вот таким вот образом. Провязываем нашим узором 37 столбиков. И доходим до следующих маркеров. Так, провязали 37, как я и говорила. В 38-м у меня стоит маркер. Мы здесь формируем вторую ручку на противоположной стороне. И набираем 12 столбиков, 12 воздушных петель. Так, пропускаем на нашем основном полотне 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10-й провязываем просто столбик без накида. Захватывая и саму косичку и перемычку. Провязали. И до конца этого ряда оставшиеся 18 столбиков нашим узором. Вот таким вот образом. И переходим потом на следующий ряд. Будем обвязывать ручку. Довязываем этот ряд до конца. Я вам еще раз покажу переход. И покажу, как мы будем обвязывать нашу ручку. Так, довязываем этот ряд, в котором мы формировали наши ручки. Смотрите. Провязываем вот эту петельку. А следующее это мы хвостиком закрываем наш ряд. Как и обычно, я закрываю хвостиком. Идем под эту петельку и под заднюю полупетлю берем хвостик и протягиваем. Формируем искусственную косичку. Корзина уже большая. Неудобно показывать на камеру. Так, и еще нам осталось провязать 2 ряда, которые мы будем сначала просто столбиками без накида обвяжем наши ручки, а и еще один ряд, где вытянутыми петлями это сделаем. Я вам тоже все покажу. Так, начинаем вязать новый ряд. Как обычно, вытянули 2 петли, провязали их под косичку и перемычку. Так, идем самостоятельно, вяжем до ручек. Итак, дошли до нашей первой ручки. Смотрите, провязываем еще вот эту петельку. И далее идем обвязывать столбиками без накида наши ручки. Да, но только вот с этой стороны крючка у нас 1 петелька, а сверху 2. И просто 12 столбиков без накида вяжем. Провязали 12 столбиков без накида.
Далее, смотрите, вот эту вот маленькую петельку, да, которая на пересечении на углу, мы не трогаем. Мы сразу спускаемся в следующую и провяжем просто столбик без накида. И далее наш обычный узор. Вот таким образом мы провязываем вот этот ряд. Еще, напоминаю, еще будем вязать один ряд, делать красивую обвязку. Вторую ручку, я думаю, что вы провяжете сами. Я все подробно рассказала. Итак, встречаемся там, где закончим уже провязывать вот этот наш рядок. Итак, перешли на последний ряд, где мы обвязываем ручки. Одну ручку я уже обвязала. Сейчас покажу, как я это делала. Так, провязываем обычным способом все петельки, которые у нас идут до нашей ручки. Вот, смотрите, остановились вот здесь. И теперь вот такими большими вытянутыми петельками оплетаем нашу ручку. Смотрите, как я это делаю. Всего должно вот так вот петелька к петельке подтягиваем одна к другой. Всего вокруг ручки у нас должно быть 18 таких столбиков. Вы можете регулировать и самостоятельно, то есть вы вот так вот петельки пододвигаете друг к дружке и смотрите, чтобы была полностью оплетена наша ручка. Итак, провязываем 18 таких вытянутых петелек. Итак, 18 вот этих длинных петелек я провязала. Так, вот эта петелька у нас, которая на уголочке, мы ее пропускаем и ныряем сразу в следующую, захватывая косичку и перемычку, и просто провязываем столбик без накида. И далее, как обычно, до конца ряда вяжем наш узор. Вот такая получается ручка. Так, и еще последний ряд, потом пройдемся с соединительными просто петельками, опять же покажу как. Так, закрываем наш ряд, закрываем как обычно хвостиком. Вот он у меня такой небольшой остался, вполне достаточно. Все, с изнаночной стороны я его спрячу. И мы же еще пройдемся с соединительной косичкой по всему периметру. Просто для того, чтобы наши стенки были плотными. Смотрите, вот отсюда, вот хвостик, вот моя основная нить. Я же захожу в следующую петельку. Да. Вот так вот под косичку и под перемычку. Вытягиваю и просто соединительной косичкой я закреплю наши стенки, чтобы они были плотными. Вот таким вот образом идем по всему периметру. И сейчас покажу, как буду проходить по ручкам. Итак, смотрите, а там, где ручки, мы просто по 2 косички. Вот так вот. Опять же, ручки тоже становятся красивыми и крепкими. Все, идем до конца ряда. Итак, вот это была наша первая петелька. Смотрите, на каком этапе мы довязали и обрезаем наш хвостик. Не путайте, это уже наша основная нить. Тот хвостик все, можно уже было прятать. Так, вытягиваем. И снова здесь делаем такую вот искусственную петельку. Так, делаем последнюю искусственную петельку. И с изнанки заходим. И вытягиваем опять же на изнанку. Все, все косички у нас одинаковые.
Итак, корзина моя готова. Высота получилась без ручек 35 сантиметров, там где ручки с ручками 39 сантиметров, диаметр 35 сантиметров. Итак, если вам полезно было мое видео, понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго и пока-пока!